Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Осень 2025. Месяца октябрь и ноябрь. Почему я решил объединить два эти месяца? Потому что, знаете, энергии будут отчасти похожи. И это не говорит о том, что вот именно внешние какие-то события, и там ничего не будет меняться. Как раз наоборот. Но задача нас сохранить себя, сохранить все то, что нам дорого, или было отстроено, или вот та точка уже отчета как нового, в которой мы сейчас оказались. Нам нужно организовать свою жизнь в каком-то новом ключе. Или сохранять, или выстраивать уже существующие, может быть, социальные связи. Но где-то это касается отношений. Вот есть и люди, когда на протяжении последующих месяцев, а для вашего знака зодиака с учетом вхождения Урана, возвращения, это будет происходить во вторую декаду ноября и до апреля 2026, даже почти весь апрель, потому что это 26 число. Вот представьте, какая дистанция. Уран вернется для того, чтобы вам показать, зачем все это было нужно. Он вам будет дальше, ну, как помощником. Именно вот эту целостность определить для себя или с чем-то самому определиться, и именно укрепить свои отчасти позиции с учетом того, что уже изменилось. Поэтому хочется сказать, представьте себя библейским героем Ноем. Как странно, может быть, это не показалось. Я думала, какой пример привести, чтобы вы меня правильно поняли. Но вот нам еще предстоит с вами 2026 год. Это год огненной лошади. Да, это не первые месяцы. Это энергии, которые мы чуть-чуть позже будем чувствовать, но тем не менее. Вы ведь не будете перестраивать палубу или что-то кардинально ремонтировать в то время, когда вокруг вас бушующий океан. Да, вы можете что-то латать, вы можете что-то подделывать, ну, как креативить, созидать именно в том пространстве, где вы находитесь. Но уже точно вот эти внешние события, они вас призывают место своей безопасности, свой островок, может быть, безопасности. Почему энергии октября и ноября месяца будут очень важны для того, чтобы укрепить собственное положение. И в основном это будут энергии личная жизнь, любовь, или отношения в целом, да, если мы говорим даже о социальных связях, вопросы дома и вопросы денег. Поэтому вот эти три позиции – любовь, личная жизнь, дом и финансы – мы с вами рассмотрим на колоде Таро. Идем вперед, смотрим, что вам по событиям осени расскажут карты пасьянса. Что для тельцов? Именно события. Ну, может быть, какие-то подсказки. Куда-то закрытый путь. Может быть, и сами вы куда-то не пойдете. Или здесь могут быть, ну, даже такие моменты, когда вы куда-то собирались ехать, а туда вы уже не видите надобности ехать. Вот такое ведь тоже может проиграться. Может быть, это когда связано с отношениями даже, да? Долгое время вы, ну, может быть, или надеялись, или выстраивали даже именно так отношения, чтобы они развивались. А здесь мы приходим к выводу, а нет, это все может быть бесполезно. Или когда какой-то вопрос, вот это как, знаете, прежде чем стучать в дверь, нужно убедиться, что это именно дверь, а не стена. Вот вы можете понимать, что здесь даже сколько бы я не хотела или не хотела, но тут вряд ли будет какой-то прогресс. Правда, вы тут что-то будете пересматривать, прежде чем э, куда-то тратить собственные силы. Вы можете переживать по какому-то поводу, но череп это, знаете, это не есть какая-то конкретика. Это просто наши эмоции. То есть, ну, где-то эмоции будут разные. Вот нам об этом говорят карты. Вот интересно, вы знаете, у вас очень мало совпадений. И когда подобное происходит, то я должна сказать,
спокойное течение жизни. Но планетарно оно где-то так и есть. И у вас выпадают деньги. И правда, планетарно тоже так и есть. Потому что хоть мы и посмотрим на Таро личная жизнь, да, и вопросы дома, и денег, финансы, но все-таки в эти 2 месяца это стабилизация какого-то проекта, это мы отталкиваемся от того, что мы умеем делать хорошо, или то, что у нас сложилось к этому времени. Здесь больше энергии вас призывают именно просто сохранять пока. Сохранять это не значит, что мы настаиваем на том, что мы именно хотим. Нет, может быть, мы готовы уже от чего-то и отказаться, мои дорогие тельцы. Вот здесь ведь тоже нужно с этим быть аккуратным. Вот предоставьте пространство в судьбе, наверное, где-то доверьтесь высшим силам. Вот невидимая сила, правда, нас всех ведет, не только тельца. И вот то, что будет обустраиваться, это будет где-то в себя включать обстоятельства и решения других людей. Но что сложилось, то сложилось. Значит, мы можем это где-то видоизменять, но сказать, что мы какие-то революционные тут попытки делали или брали какие-то реванши, заново какое-то дежавю пытались, знаете, как в реку войти дважды. Нет. Но то, что именно вы начали, то, что вы уже для себя адаптировали, как будто нужно продолжать. Но вопросы денег действительно для вас могут быть, знаете, как квинтэссенция, которая требует какой-то концентрации. И это не есть потому, что вот вы материалисты такие, да, заядлые, хотя я такое допускаю, но тем не менее, видимо, какая-то конкретика. Придется вам быть магами и волшебниками. Маг как раз материалист и практик. И вот где-то сродни этих энергий вам, ну, придется оценивать как обстановку, которая снаружи, так и, может быть, и людей. Ну, с одной стороны, эмоции – это прекрасно, а с другой стороны, а что конкретно? Вот, видимо, такие вопросы вы будете себе задавать. Как бы, может быть, даже кто-то из вас, опять же, возвращаясь, тут много философии получается, потому что значений мало. Знаете, почему? Потому что вы сами можете понять бесперспективность какого-то дела и закрыть путь. Кстати, я вот что вижу. Кот, флирт, хорошее настроение. Хорошее настроение и все-таки замок. Скорее всего, кто-то из вас сам куда-то не будет торопиться, потому что вы не видите надобности. И пока я с вами говорю, смотрю, что мы можем еще сложить в крайних рядах. Наш пасьянс мы именно можем в крайних рядах карты, которые выпали, соединить. Но вот тоже не вижу, правда? Спокойное течение жизни, какие-то ваши личные задачи, выводы, безусловно. Это тоже будет присутствовать, хорошее настроение. Знаете, вообще это спонтанный маршрут. Хотя у кого-то это, может быть, и были какие-то отношения, такие недавние знакомства, которое началось на уровне флирта, ну или приятного времяпрепровождения. И здесь тоже может закончиться, я такое допускаю. Ладно, давайте мы с вами рассмотрим 3 основные сферы жизни. Любовь, личная жизнь, отношения. Первое. Достанем несколько карт и посмотрим, как это толковать для каждого из вас. Куда-то вы уходите. Какое-то решение, все-таки выводы тут точно делаете. Семерка кубков – это у нас отчасти иллюзия, отчасти это путаница. И вот мы выходим и из путаницы, и из иллюзий, благодаря тому, что вы какое-то важное решение принимаете. Видимо, без этого не обойтись. Вот этот замок. Я долго объясняла, что это значит, и эти 2 карты подтверждают. Я могу предположить, что для кого-то, видимо, да, может быть, это касается каких-то новых связей, контактов. Может быть, это применимо к прежним отношениям. Вот нет иллюзий. Ну, давайте посмотрим дальше. Да? Карта маг. А вы знаете, мои дорогие тельцы, у кого-то даже так, по сложным отношениям. Вы рвать не будете, а будете перестраивать. Ну, к примеру, может быть, это социальные связи, опять же, да, если мы берем в целом отношения. Когда вы понимаете, да, человека я не изменю, но человек мне полезен. Может быть, продолжен контакт. Может быть, это вас что-то даже связывает.
Может быть, кстати, материальные вопросы. Я такое допускаю. И не важно, что мы на личную жизнь. Все решают люди. Я говорила, личная жизнь, любовь, отношения. Ну, может быть, так ведь тоже бывает, когда, увы, любовь заканчивается, а отношения еще продолжаются, потому что людей связывают некоторые вопросы, нерешенные, может быть, или когда есть заинтересованность. У кого-то бизнес общий или, ну, так тоже бывает. Вы сами маги и волшебники, мои дорогие тельцы. Вот я говорила, маг– великий практик. Вот, пожалуйста, вам выпадает эта карта. Но это, видите, это как новая степень понимания. Да, правда, шестерка мечей. Это, знаете, одновременно новая точка отсчета будет как точка невозврата. По шестерке мечей карта заслуженного успеха, но это тот успех, который к нам не буквально сейчас приходит, не октябрь, не ноябрь. А вот, может быть, это то, что вы будете отстраивать и видеть плоды труда своего уже где-то ближе, начиная с конца ноября и по апрель 2026 года. Вот такая дистанция. Старший аркан на долгую перспективу. И надо сказать, в конце апреля 26 года Уран войдет в ваш второй дом гороскопа. Это как раз финансы. Очень так символично. Тогда действительно представьте себя Ноем, что вы плывете на этом ковчеге, а вокруг бушующий океан. И тут, прежде чем вносить какие-то инновационно-революционные изменения, нужно хорошо подумать, как это проиграется. Скорее всего, ну, если не латать, то как что-то сохранять или обустраивать, может быть, да, или где-то некоторые вопросы закрывать, да, чтобы было надежнее. Вам придется быть очень внимательным и мудрые решения принимать, ведь это карта и мужества, и мудрости одновременно. Как будто, знаете, как в анекдоте, я не знаю вы о чем, но ехать надо. Но это еще и требует, как искусство первого шага, мудрость. Это у вас каким-то образом на отношения. И обратите внимание, никаких эмоций. Ну, знаете, вот я сказала, здесь может быть и примирение, обрисовала ситуацию. Для тех, кто в паре, у вас сейчас все хорошо, мои дорогие тельцы. Вы тут явно себя на второе место не поставите. Есть какие-то цели, которые лично вы хотите достичь. А для тех, кто один или одна, маг опять же. Нет ничего невозможного. Для кого-то из вас будьте легки на подъем. Потому что могут эти карты, вот именно карта мага в сочетании шестерка мечей, новое знакомство. Вообще, я бы сказала, расширяйте социальные связи. Будьте при этом магом. Не замечтаться, никаких иллюзий. Это факт. Но, в принципе, впустите, разрешите, позвольте новым людям, новым контактам войти в вашу жизнь. Вам это буквально помогает и открывает новые горизонты. Давайте мы достанем одну карту. Это как карта совет. Не должно быть недостатка во взаимопонимании и в деньгах, тем не менее. И вы не можете в этот период, октябрь, ноябрь, вы не можете выбрать что-то одно, только деньги или только какое-то общение. Общение должно быть разноплановым, причем всегда взаимопонимание, понимаете, не должно быть конфронтации. У вас будут взаимосвязаны решения финансовых вопросов от того, как вы сумеете договориться, быть правильно понятыми. Или обеспечите себя, может быть, некоторыми социальными связями, контактами или людьми, которые, да, вот сотрудничество буквально будет продолжено. Не должно быть недостатка, повторюсь. Пятерка пентаклей всегда недостаток. И нам может казаться, что мне выбрать? Сферу личной жизни, вопросы любви или вот сейчас удариться в заработки? А вам это нужно соединить, мои дорогие. Ну вот как-то так. Ладно, вопросы дома. Давайте посмотрим. Наверное, как по Венере. И любовь, и деньги. Вот так может у вас переплетаться. Даже если вы пока на момент расклада этого не видите. А потом посмотрите, может быть, в конце года 2025 или в 2026. Ну, вдруг иногда пересматривают, я знаю, видео. То тогда, поверьте, вы убедитесь в том, что, а ведь правда, была взаимосвязь. Вопросы дома. Ничего себе. Мои дорогие, что-то заканчивается. А с чем это связано?
Но это могла быть и какая-то история из прошлого. Не только хотела сказать, ну, понятно, прошлый раз заканчивается. Достаю десятку мечей. Но это просто подтверждает. Вы раньше что-то не могли сделать. И, знаете, было состояние, как будто не просто обезоруженное, а словно вас, ну, буквально пригвоздили к земле, когда вот и двигаться не было возможности, что-то не получилось. Себя, может быть, по именно вопросам жилья, дома, оформления, или вы оказались в сложной ситуации. И я такое допускаю, когда не дома, может быть, и не семьи, и вообще в одиночку, и при этом вот словно лежащий на земле в каком-то ауте находились, хочется сказать. Вот это состояние заканчивается. И тут, конечно, у каждого по-своему. Но даже для тех, у кого сейчас все хорошо, эта карта может говорить, что вы можете задумать как улучшение жилищных условий, делать жилье более комфортным. И где-то планетарно транзиты октября и ноября вас призывают, ну, представить, что ваш дом – это как уголок безопасности, да? Но при этом понимать, что что-то может и перестраиваться, меняться могут законы или, ну, какие-то инновации все-таки могут вноситься. Но и для вас, может быть, представить, что прежнее как будто место, да, или где вы оказались, или где вы есть сейчас. Тут все равно что-то может меняться. Или приходить какие-то новости, свидетельства, да. Вы можете куда-то собраться даже, совершенно спонтанно. Поэтому, ну, будьте более гибкими. Ну, а для тех из вас, я вот, по крайней мере, вижу эти две карты, сейчас мы еще достанем, для кого было буквально вот какое-то разрушение, внезапное разочарование, когда лишился человек дома. Вот это тягостное состояние, когда вы не видели выхода, оно как будто заканчивается. Что еще? По семерке жезлов на вас будут пытаться, вот примите это к сведению, может быть, влиять и отчасти законы. Какие-то моменты, если мы говорим оформление, высокие инстанции, люди, может быть, и родственники будут вот на вас оказывать влияние. Ваша задача по семерке жезлов – сохранять свой собственный дзен. Вот вы – это, знаете, как альфа и омега, и октябрь, и ноябрь. Вы можете как даже задуматься о далеком переезде, к примеру, или что-то завершается само, подводя вас к итогу, но есть какая-то перезагрузка по дому. Но, наверное, оттолкнуться от того, что где вам лучше всего, потому что тут мы себя несколько как будто сохраняем. И ведь видите как? Аркана колесница. Как будто прошлое закрылось, и теперь полный вперед. Сложно это переложить мне на дом, потому что тут могу сказать только одно. Конечно, перемещения будут. Или это будет какой-то прогресс по тем ситуациям, которые прежде вы не могли решить, кстати, да. Вроде как закрытый путь был прежде, и вам казалось это точка, а тут не точка, тут окончание этой ситуации. Но вам есть возможность, но нужно хорошенько подумать, как вы будете действовать. А для кого-то из вас, даже если был в плане переезд когда-то, но вот не было все каких-то располагающих условий или оформление документов, возможностей. Здесь возможности возникают совершенно для вас неожиданным образом, ведь это всегда где-то карта и успеха, и неожиданности. Это где-то сам по себе креатив. И это когда мы действительно, если первый аркан нам говорит, ты выходишь из какой-то путаницы, у кого-то из вас, вы знаете, завершается еще и, может быть, зависимая ситуация, кстати, по семерке жезлов. Когда вы зависели от родственников там или от каких-то условностей, а теперь нет, все равно полный вперед. И я больше вижу тут этот замок для большинства из вас, мои дорогие тельцы. Когда прежде это вы не могли, вы были вот именно так скованы. А теперь это как раз новые какие-то моменты, которые вам дают возможности. Это не есть как что-то новое. Нет, это хорошо знакомое старое, но совершенно с новыми методами и в других уже энергиях. То есть элемент новизны присутствует, хотя тема не нова. И вам это как будто нужно продолжать.
То есть в целом вопросы жилья стоят у вас, вопросы дома на повестке этих 2 месяцев. Поэтому не оглядывайся назад. Будьте готовы к тому, что вам, ну, буквально посылает судьба. Давайте мы как карту совет. Что это для тельцов? Для вас это дорога к солнцу. Тут никак нельзя оказаться. Это тут действительно завершается какая-то путаница, разрушительная ситуация. Для большинства из вас это точно. А для вас пространство помогает. И может быть буквально октябрь-ноябрь. Я говорила период до апреля 2026. Но, видимо, складываются эти энергии даже с заходом на 26 год. И именно из того, как вы что-то обустроите в октябре и в ноябре. Ладно, давайте деньги посмотрим. Интересно, ну вот тут деньги, посмотрите. Тут у вас именно нужно соединить что-то, все взаимосвязано. И личная жизнь, мы говорили, да, не должно быть недостатка. Ну и тогда вроде как и финансы веселее идут. Не знаю, мои дорогие, ну, наверное, Венера будет так с вами распоряжаться. Это ваша планета-управитель, чтобы завершить то, что уже не имеет значения, поэтому нужно быть внимательному. Отстроить, может быть, что-то в новом ключе дает обязательно возможности. 2 старших аркана. Предельное внимание, 6-8 месяцев. Это все то, что я говорила. Но это еще дорога к свету, мои дорогие. Солнце, что-то проясняется. И на деньги, это и вопросы семьи, и сами по себе деньги, достаток в семье, или пусть вы даже один или одна. Тут вы, занимаясь какими-то рабочими моментами или откуда к вам приходят деньги, расширяя контакты, социальные связи, при этом быть, конечно, очень внимательным, мои дорогие. Посмотрите, какие у вас волшебные арканы выпадают. Солнце, маг, 13-й аркан, не надо пугаться, я надеюсь, все правильно понимают. Это трансформация, да, но это ведь окончание. Причем какое окончание, чего окончание? Да какой-то белиберды. Это благо. На мой взгляд, да. Хорошо, смотрим деньги еще. Хотя очень емкая карта. Ну, прям как по судьбе. И опять же нам говорят, вопросы может быть как через статус. Вы можете изменить статус, мои дорогие тельцы. Или через личную жизнь, или где-то через работу, построение карьеры, ваш доход, стабилизация по аркану Верховный Жрец. Ну, как карта совет. Волшебно. Еще и карта мир. Неограниченные возможности. Все в ваших руках. Вы даже можете видеть где-то не просто плоды труда своего в октябре, в ноябре. Вы себя точно будете хвалить, мои дорогие. Может быть, то, что выдержали какой-то сложный период. Может быть, за это время из того, что вы не разрушите, кстати. Хотя вы не разрушители, вы сохраняете. Но тут ведь нужно понимать, что сохранять нужно то, что имеет прогресс и смысл, а не то, что мы себе задумали, уперлись, словно в это, и думаем, не, вот будет так. А нет, тут все-таки коррекция, это планов, мы говорили. Может быть, креативить будем из тех условий, то, что мы на сегодняшний день имеем. Может быть, и что-то сохранять. Но вот аркан мир, нет ничего невозможного. Да, это итоговая карта, но она перед нами открывает новые перспективы. Это как подведение итогов и уже шаг в будущее. Здорово, мои дорогие. Ну, так получилось, что карты Таро дополнили отчасти и то, что нам раскрыли карты цыганского старинного пасьянса. Я буду благодарна вашим комментариям. Буду благодарна дважды, если вот, ну, немножко после вы пересмотрите, расскажете мне, напишите, как проигрался этот период. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Я благодарю за вашу поддержку, за ваши отклики, за вашу искренность, мои дорогие. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.